Друзья, всем привет! Сегодня у меня пересадка вот этой вот орхидеи. Это, друзья, орхидея а, Айхсин Maple Valley. Вот такая. Сейчас утро, раннее солнышко всходит и светит в мою орхидейную комнату. И пока солнышко не ушло, я хочу распотрошить вот эту вот орхидею и сделать пересадочку. Буквально позавчера показывал видео в день своего рождения цветущих орхидей легато и показывал легатоподобные орхидеи цветущие, среди которых была вот такая вот красотка Maple Valley. Это уже у меня вторая, взрослая. Она цвела, но не у меня дома. Я от красоты первой орхидеи, которую показывал в обзоре Maple Valley, купил себе вторую, потому что Maple Valley, друзья, много не бывает. Они очень-очень красивые орхидеи. Кто не видел обзорчик орхидей легат и легатоподобных орхидей, я ссылочку оставлю в верхнем правом углу. Пройдите и посмотрите. Так, ну что, давайте распотрошим, посмотрим, что это у нас за орхидеечка, что у нас здесь с корнями. Еще раз, вот такое вот название. Айхсин Maple Valley. Если мне память не изменяет, это переводится как Кленовая долина. Орхидея очень-очень интересная. Так, вот такой вот горшок. Я сейчас все это дело удаляю. Все вот эти вот, друзья, ненужности, корни. Сегодня у нас на канале пересадка. Потрошение и пересадка. Вот интересно, видите, часто так бывает, что азиатские производители, они не потрошат, пересаживая орхидеи из более мелкого горшка в крупный. Видите, это предыдущий размер горшка, они просто перевалкой достали орхидею, когда она уже подросла, достали орхидею из одного горшка вот так вот и не чистя, я так подозреваю, просто перевалили ее. Вот видите, вот он горшок этот, вот, предыдущего размера. Таким образом увеличили размер орхидеи и, соответственно, стоимость орхидеи, потому что орхидеи вот в таких вот горшках, они, как правило, продаются подороже, чем в горшках поменьше, независимо от того, какая сама по себе орхидея, крупненькая в горшке или мелкая. Ну, по крайней мере, наши российские продавцы, не все, конечно, но многие продавцы так, скажем так, подмухлевывают. А вот еще, смотрите, меньший горшок. То есть это уже горшок из 1,7. То есть вот он, видите, вот он, его, ну, видно хорошо. То есть вот он. Не выдумывают, не изобретают ничего, просто достали, вставили и мхом по периметру обложили. То есть не пересадка такая, называется перевалка. И, как правило, когда так делают, непочищенные корни, больные корни попадают вот в эти, видите, слои. И, ну вот, по тем или иным причинам погибают нередко. Потому что если некоторые думают, что в Азии и в оранжереях абсолютно все могут выращивать орхидеи. Нет, работники тоже имеют такой, знаете, человеческий фактор, тоже могут что-то где-то делать, ну, неправильно. За всеми уследить нельзя. Вот. Так, ну что, у нас здесь, я бы не сказал, что прям все так замечательно. Вот эти корни уже, думаю, сгнили и погибшими были уже когда оранжерея продавала эту орхидею, поставляла сюда к нам в Россию, потому что корни орхидеи от нормального вот такого состояния, вот до такого, это не одна неделя. А эту орхидею я купил в этом году, то есть это вот свежая орхидея, пришла она ко мне весной, поэтому есть у нас даже распаковка, по-моему, этой орхидеи на канале.
я рассказывал, хвастался. То есть это совсем такая свеженькая орхидея. И вот видите, у нее проблемы с корнями. Поэтому будем сейчас все вот это вот чистить. Самое плохое будем убирать. Основание тоже почищаю. Вот так вот сейчас мы все это дело уберем. Все гнилые гнилушечки. Корни гнилушечки. Ну вот это тоже, друзья, корень. Вот эти коричневые корни. Они тоже от них, знаете, уже такого, знаете, пользы большой не будет. Вот. У них как такового будущего такого, знаете, они могут пожить еще. Да, они даже могут где-то откуда-то выпустить новенький корешок. Но, ну вот видите, кончик уже все. Поэтому я его отстегну тоже. Не буду его держать. Основание я здесь сейчас почищу вместе с вами. Вот этот листик удаляем. Вот это все мы сейчас здесь уберем. Вот это вот. Солнышко хорошо светит, так прям подсвечивает нам работу. Не надо включать лампу. Все очень хорошо видно. Так, и вот здесь вот кочерышку раз подрежем. Так, вот эти тоже корни не хорошие. Вот этот корень. А вот, сейчас мы его тоже удалим. То есть, друзья, на самом деле у орхидеи не так-то здесь и много хороших корней. Практически нету. Ну вот один, вот этот второй, но тоже с пятнами с такими. Вот, новенький лезет. Ну, воздушный мы его не загнем. Он у нас сломается. Ладно. Обрезаем, друзья, все до живой ткани. Вот этот мы тоже коричневый срежем. Да мы его вообще, наверное, срежем. Вот видите, вот этот кончик. Мы его вот так подрежем. Но этот, может быть, оставим. Хотя он, конечно, вот прям, смотрите. Прям... В общем, вот так, наверное, мы оставим все это дело. Вот этот лист тоже обрежем. Он у нас сухой. Он не нужен. Чуть поглубже просто посадим орхидею. Ну, вот так вот. Наверное, все это дело мы сделаем. И вот здесь мы тоже отрежу, потому что здесь он сломанный. Вот корень. Да я его вообще срежу. От него толку не будет. А если будет, то толк не решающий. Пускай орхидея нам выпускает новые корни. Вот это тоже мы все здесь подрезаем. Вот основание мы подрезаем. Так, ну что, мы давайте-ка, наверное, по традиции обработаем вот это вот все сейчас куркумой. Прям, друзья, не знаю, дотянусь я. Хорошо иметь микрофон на веревочке, точнее на проводочке. Сейчас я возьму куркуму. Так, куркума есть. Кисточка есть. Вот, все есть. Так. У нас есть плейлист на канале, который называется «Орхидеи в варенке с куркумой и в стекле». И вот сегодня, друзья, у нас как раз-таки тот случай, когда мы применяем куркуму. Так, вот это вот я вот так припудрил. Теперь это я все сдую. Возьму в сторонку и дуну сейчас. Вот так вот это получилось. Вот. Ну и все, собственно говоря, можно это дело все сажать. Так, ну что, вы видите, здесь у меня вода. Это у меня вода приготовлена для сукцината аммония. Да, я сейчас возьму, приготовлю раствор, аммонийная соль янтарной кислоты.
Так, сперва янтарин. Кому интересно, что это такое, что это за раствор такой, энергетический стимулятор. Есть плейлист на канале у нас, который называется, так и называется, энергетический стимулятор, в котором я показываю и рассказываю, что это такое, как его приготовить из янтарной кислоты, но в нашем случае это янтарин, и нашатырный спирт и мячная вода. Вот такое вот при смешивании этих веществ. Так, подождите, друзья. Этих веществ в воде получается сукцинат аммония. Или по-другому еще называют аммонийная соль янтарной кислоты. Это вещество является энергетическим стимулятором фотосинтеза в растениях. Можно применять не только на орхидеях. Мы, собственно, и взяли это, подсмотрели у розоводов, у других цветоводов. И первыми применили его на орхидеях несколько лет назад. И результат превзошел все ожидания. Орхидеи очень хорошо откликнулись на это все дело. Так, вот так вот. Так, это, друзья, сейчас я возьму нашу красотку и помещу ее листьями вниз. Пускай она пока что у нас позамачивается. Вот так вот. Пока мы с вами приготовим посудину, в которую будем ее, эту орхидею, пересаживать. Так, а посудина у нас это стеклянное вот такое кашпо. Стеклянное кашпо. И я приготовил кору, вареная кора. Такая вот красивая, обалденная. И мох. Это последний мох, который я собрал, который у меня был. Больше у меня мха нету. Вот. Единственное, что я возьму из старого мха, немножечко прям из такой более-менее, где есть хороший мох. Вот такой вот живой, такой более-менее. Прям чуть-чуть возьму. Это для микроклимата. Из старого горшка мы немножко перенесем в новый горшок. Я не всегда так делаю, но это, знаете, больше интуитивно как-то, как-то больше интуитивно. Так вот это все. Все. Бирочку мы сейчас пару дней назад показывал видео, обзор, как чувствует себя у нас 3 орхидеи, которые мы пересадили вот именно в стекло, в вареную кору. Они просто чувствуют себя обалденно. Корни прут. Корни прут. Так, значит, приготовим немножечко. Ой, как хорошо, смотрите, она напитывается. Пускай напитывается. Так, половину я возьму. Ну, не половину, наверное, большую часть я возьму, друзья, для махового фитиля внутри. Вот так вот. Ну, сколько есть. Этого, конечно, очень мало. Вот. Ну, вот так вот, хоть сколько-то. Остальное мы добавим вот эту всю труху. Добавим в посадку. Смешаем с корой. Так, сперва слой крупных кусочков. Вот такие вот, друзья, кусочки коры. Это крупные. Я сейчас возьму линейку и вам покажу, какую я кору использую размером. На мой взгляд, это идеальное, просто идеальнейшее сочетание. Вот для такого кашпо. Ну, оно, грубо говоря, вот литровый у меня мерный стакан. Видите? Чтобы вам было в сравнении понятно объемы. Вот. Они практически одинаковые.
я думаю, здесь тоже где-то литр 200. Вот здесь он литр вот так вот, 1000 миллилитров, да, ну и тут еще 200 грамм. И я вот 1 к 1 вот, и кашпо такое же. Вот. И вот для такого объема кашпо нужна вот такая вот фракция коры. Это идеальный размер коры для хорошей аэрации. Я специально вот взял линейку, чтобы можно было померить и посмотреть. Ну, вот это, наверное, самый крупный кусочек. Вот, до 3 сантиметров, от 1 до 3. Вот это поменьше. Вот, видите, 1,5 и 2. То есть, вот такая вот, такую фракцию подобрал. Это пойдет внутрь, в наполнитель. На дно чуть покрупнее кидаю слой. Вот такой вот. Это вареная кора. Я уже рассказывал. Часовой выворки. Плюс она еще ручной, так сказать, знаете, как голтовки, что ли. Вот. То есть продавец ножничками вот эти уголочки стачивает. Ну, орхидеям это ни к чему на самом деле, им без разницы. Вот. Но чисто с визуальной точки зрения, конечно, это красиво. Это красиво. Вот. Так, ну вот так вот мы это делаем. Теперь беру маховой фитилек. Сюда его укладываю к одной стороне. Вот так вот, да. Он будет частично поднимать со дна воду, когда буду поливать эту орхидею методом подлива. Не замачивания, а вот там взял грамм 100 воды, ливанул, она на дно сюда ушла вода, вот, и потом постепенно впитывается вот в эти крупные куски коры. Видите, здесь есть продыхи, воздушные карманчики такие. Вот. И по мху частично поднимается вверх такой своеобразный фитиль. Так, до дна я его вот сюда вот опущу. Вот. Все. Вот так вот. Вот теперь у нас все по фэншую. Так, ну все. Теперь можно опускать сюда орхидею. Вот таким образом. У нас здесь корешок растет один, и мы его направим ближе к мху. Вот так вот сейчас это примерно будет. Вот так. Теперь приготовлю сюда это нам уже не нужно. Можно укладывать, можно постепенно укладывать уже так, чтобы солнышко было видно. Вот так. Кусочки коры закидываем потихоньку. Сперва мох. Вот этот. Чтобы он обволакивал с одной стороны и с другой стороны. А теперь накидываем тетрис. Вот так. Так. Наверное, вот так лучше будет. Вам видно. Да? Так. Без фанатизма. Так, вот уже она вырисовывается, начинает стоять, как бы, да? Еще мох сюда, вот так вот. Волокна немножко, вот эти волокна падают и немножко соединяют между собой кусочки коры. Потом, когда это все будет намокаться, кусочки коры будут смачиваться
смачиваться будут через вот эти вот волокна маховые, потому что они как капилляры будут передавать влагу. Так, ну вот так вот. Так, здесь у нас молодой корешок. Так, нам надо под дно немножечко вот сюда вот вложить. Вот. Хорошо как. Вот так вот. Можно немножко еще мха взять. Это уже старый я беру. Старый я вот сюда к корню. Чтобы корень у нас немножко получал от фитиля. Вот он фитиль. И вот сюда немножко я мха подкидываю. Более-менее такого. Вот так вот. Так. И еще чуть-чуть. Все. И сверху сейчас я прикрою, чтобы он у нас не зеленел, а его кусочками коры. Так. Вот так. Вот так. Все. Вот так это примерно у нас выглядит. Все, больше ничего не буду сюда ни добавлять, ни убавлять. Специально повыше, видите, повыше поднял я грунт под основание, чтобы корни, которые будут вылезать от основания, они лезли в горшок внутрь, а не вылазили на поверхность, чтобы орхидеюшка, она закрепилась, вот, закрепилась в этом горшке. Так, сейчас еще вот здесь вот немножечко я подрасправлю. Ага, вот так вот. Тетрис такой. О. И вот здесь вот так. Все. И у нас получается очень хороший такой аэрируемый такой грунт, посадка. Вот такая, посмотрите, какая прелесть. Ой, просто красота. И ничего не надо больше. Так, все, друзья. Немножко подниму камеру сейчас я. Вот. Вот так вот. Вот. Здесь у меня собака спит. Вот. Все. Вот такая вот красотка получилась. Обалденная. Всем, друзья, хорошего настроения. Всем добра, здоровья. И до встречи в следующем видео. Всем пока-пока.